Привет, меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем замечательную и симпатичную собачку. Она умеет, в отличие от своих сородичей, не только лежать и спать, но и прекрасно стоит на своих лапках. Чтобы собака была больше похожа на собаку, вы можете после ее создания сделать ей ошейник. Для этого просто возьмите резинку любого цвета, сложите ее в 2 раза на пальцах и наденьте ей на голову. И тогда она уже будет больше похожа на собаку, а не на зайца. Вот такая собачка у нас с вами получится в итоге. Приступаем к уроку. Приготовьте ваш станок и ряды на нем расположите таким образом, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с 2 крайними рядами, и открытые стороны столбиков должны смотреть вправо и немного на вас. Накидывать резинки мы с вами будем с этой части станка. Здесь накинем резинки для головы, чуть ниже для шеи, еще ниже для тела. Потом отдельно создадим хвост, лапы и уши и уже прикрепим их к основному телу. Это я вам говорю для того, чтобы вы сразу определили для себя цвета, из которых вы будете плести то или иное место вашей собаки, ту или иную часть тела. Итак, давайте начнем с головы. Накидываем пару резинок с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. Берем еще одну пару, накидываем слева точно так же, с первого столбика центрального ряда на первый столбик левого ряда. И в процессе накидывания мы практически всегда будем с вами брать по 2 резинки. Теперь по правому и по левому ряду опускаемся вниз, накидывая по паре резинок. И теперь голову эту закругляем. Справа накидываем к центру пару резинок. И слева тоже накидываем к центру пару резинок. Так, по центру теперь давайте накинем с первого столбика центрального ряда на второй столбик центрального ряда пару резинок и чуть ниже тоже накидываем пару. Вот практически все резинки для головы мы накинули. Чуть позже мы с вами сделаем еще нос, глаза и язык собаки. А сейчас давайте займемся созданием шеи. Берем пару резинок и накидываем ниже. Теперь делаем тело. Берем 2 резинки. Тело делается, в общем-то, точно так же, как и голова. Почти точно так же. По крайней мере, вот эта окружность делается одинаково. Берем пару резинок, накидываем по диагонали на правый ряд. Здесь тоже накидываем на левый ряд. Берем пару резинок, опускаемся на каждом из рядов вниз. Раз. И слева опускаемся 2. Теперь тело должны мы закруглить. Закругляем с правой стороны к центру. И с левой стороны точно так же закругляемся к центру. Но в отличие от головы, здесь у нас резинки накидывались линией по центру, а на теле они у нас должны идти с центрального столбика на каждый столбик окружности. Берем 2 резинки и накидываем сначала на центральный столбик, а потом на любой столбик, который находится вот на этой окружности. Например, на этот. Далее берем еще 2 резинки, накидываем на следующую пару столбиков по часовой стрелке. Накидываем сюда. Берем еще одну пару, накидываем далее по часовой стрелке. Берем еще пару, накидываем на следующую пару столбиков. И таким образом мы должны опоясать весь этот круг парами резинок. Предпоследняя пара и, наконец, сейчас последнюю пару мы с вами накидываем. Готово. На центральном столбике все резинки опускаем максимально вниз для того, чтобы накинуть сверху одинарную резинку и закрутить ее 4 оборота. Накидываем 1 раз, накручиваем 2 оборот, накручиваем 3 и 4 оборот. Готово. Давайте теперь сделаем хвост. Для создания хвоста я буду использовать те же резинки, которые и для тела использовал. Единственное, что кончик хвоста мы сделаем белого цвета. Сначала берем 2 резинки, накидываем их на любую пару столбиков. Берем еще 2, накидываем дальше. А вот теперь будем использовать белые резинки. Либо, если у вас есть черные, можете использовать черные. Для кончика хвоста накидываю 2.
А вот на последний столбик нам нужно накинуть одну резинку и закрутить ее здесь 4 оборота. Накидываем 1, закручиваем 2, закручиваем 3 и закручиваем 4. Готово. Это у нас будет хвост, и мы давайте его сейчас сплетем. Отодвигаем тыльной стороной крючка верхнюю резинку, закрученную 4 оборота. Захватываем пару резинок, накидываем вперед. Здесь пару захватываем, накидываем вперед. И, наконец, последнюю пару захватываем и накидываем вперед. Здесь петли придерживаем пальцем, чтобы они у нас не слетели в то время, когда мы этот хвост снимаем со станка. Вот он у нас готов. А здесь уже поможем крючком и придержим петли на крючке. Вот такая заготовка для хвоста у нас сейчас есть. Далее, что нам нужно сделать? Нам нужно на вот этом столбике захватить пару резинок, которые у нас находятся в самом верху. Вот это пара резинок. Снимаем их со столбика. И то, что сейчас у нас находится на крючке, мы должны стянуть на эту пару резинок. Вот так. Это у нас хвост. Мы его должны разместить вниз. И пропускаем его внутрь, чтобы он нам не мешал. Те резинки, которые мы только что сняли со столбика, возвращаем обратно на столбик. И все готово. Хвост нам не мешает, хотя он у нас сделан. Теперь давайте займемся все-таки головой. Сделаем носик, сделаем ушки. Сначала нос. Берем одну черную резинку и накручиваем ее на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Берем теперь 2 резинки того же цвета, что и цвет головы. Накидываем на крючок эту пару резинок. И 4 оборота черной резинки мы с вами должны скинуть примерно на центр вот этой пары резинок. Другую часть возвращаем обратно на крючок. Теперь возьмем одну резиночку, накинем тоже на крючок и заготовку, которая у нас почти готова, накидываем на эту одинарную резинку. Теперь эту заготовку для носа мы с вами должны разместить на вторых столбиках левого ряда, а другую часть на втором столбике правого ряда. Вот нос у нас замечательно закреплен. Теперь давайте сделаем язык. Для создания языка мне понадобится резинка розового цвета и каких-нибудь 2 свободных столбика. Например, вот эти. Берем одну резинку, накидываем на 2 столбика, но при накидывании закручиваем эту резинку 8. Далее закручиваем 8 еще раз и накидываем сверху на эту пару столбиков, но уже обычным способом. И у нас получается, что снизу у нас идет ряд, который накинут крест-накрест, а сверху ряд накинут обычным способом. Так вот, теперь с каждого столбика нам нужно захватить нижнюю резинку и с внешней стороны ее просто скинуть к центру. С одного столбика сделали, и с другого столбика захватываем нижнюю резинку, с внешней стороны скидываем ее примерно к центру. У нас образовался узелок. Этот узелок мы немножко затянем и снимаем со столбика. Возвращаемся к нашей голове. Одну часть этого языка мы с вами накидываем на центральный столбик головы. И теперь смотрите, что делаем. Вот это у нас будет язык. Он у нас должен находиться немножко ниже носа. Поэтому нос мы слегка поднимем, а резиночку, которая является языком, разместим чуть ниже носа. Вот так. Далее. Нос у нас расположен на двойной резинке. Ту часть этой резинки, которая находится выше, мы захватываем и накидываем на столбик, на который накидывали язык. Готово. И видите, что у нас язычок торчит снизу, как и должно быть, а нос находится слегка выше. Давайте займемся созданием глаз. Для этого 2 резинки нам понадобятся. Черного цвета берем одну и накручиваем на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Берем еще одну и тоже накручиваем 1, 2,
3, 4 оборота. Берем теперь одну резинку того же цвета, что и цвет головы, накидываем на крючок и черненькие резиночки скидываем примерно на центр этой одинарной резинки. Замечательно. Размещаем эту резинку на первом столбике левого ряда одну часть, а другую часть размещаем на первом столбике правого ряда. И глаза раскидываем по сторонам, чтобы они не находились в центре. Готово. Давайте теперь займемся созданием ушей. Для ушей будем использовать резинки того же цвета, что и цвет головы, но кончики сделаем белого цвета, точно так же, как и поступили с хвостом. Сначала берем одну резинку, накидываем на пару любых столбиков. Далее берем, обратите внимание, 3 резинки, накидываем ниже. Берем теперь опять 3 резинки и накидываем ниже. Теперь возьмем одну, закрутим ее на пальцах в 2 оборота и накинем на следующую пару столбиков. Чтобы кончик ушей у нас был белого цвета, мы вот сюда накинем одинарную резинку и закрутим ее 4 оборота. Один оборот есть, второй оборот, третий оборот и 4-й оборот. Вот одна заготовка для уха. Давайте сделаем еще одну точно такую же. Берем одну сначала резинку, накидываем на пару столбиков. Теперь берем 3 резинки, накидываем чуть ниже. Возьмем еще 3 резинки, накидываем далее. Одинарную теперь закручиваем на пальцах в 2 оборота и накидываем на следующую пару столбиков. Берем белую резинку, если мы хотим, чтобы кончик ушей был белого цвета, и накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота. Если у вас есть коричневые или черные резинки, вы можете кончики сделать не белым, а коричневым цветом. Теперь давайте их плести. Заводим крючок внутрь последнего столбика. Тыльной стороной отодвигаем резинку, которую закручивали 4 оборота. Изнутри захватываем двойную и накидываем вперед. Далее захватываем 3 резинки изнутри, снимаем с этого столбика, накидываем на впереди идущий. Здесь захватываем изнутри 3 и накидываем на впереди идущий. И, наконец, здесь уже одинарную резиночку мы с вами накидываем вперед, придерживаем здесь пальцем, чтобы у нас петли не слетели, и снимаем заготовку для одного уха со станка. Здесь помогаем крючком и размещаем это ухо на самом первом столбике центрального ряда. Натягиваем эту пару резинок и накидываем вот сюда. Готово. И смотрите, кончик ушка у нас белого цвета. Со вторым ухом поступаем точно так же. Изнутри захватываем одинарную резинку, которая вдвойне скручена. Накидываем вперед. Далее захватываем 3, накидываем вперед. Далее захватываем опять 3, накидываем вперед. И, наконец, одинарную мы с вами тоже захватываем и накидываем вперед. Придерживаем пальцем, снимаем с помощью крючка эту конструкцию. Здесь засовываем крючок, чтобы петли у нас оказались на крючке. И накидываем второе ухо точно на тот же столбик, что и первое. Вот так. 2 ушка у нас готовы. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Прежде чем мы создадим лапы, нам нужно тело немножко сплести. В центральный столбик заводим крючок и тыльной его стороной отодвигаем резинку, которая закручена 4 оборота. Она находится выше всего. Далее нам нужно определить, какая резинка у нас находится, даже не резинка, а пара, выше всего. В моем случае эта пара относится вот к этому столбику, и поэтому я и накидываю на этот столбик. Далее вновь заводим крючок внутрь этого столбика и захватываем следующую пару, которая находится выше всего. В моем случае эта пара относится вот к этому столбику. И таким образом мы с вами, получается, накидывали по часовой стрелке, а снимаем против часовой стрелки и накидываем резинки на те столбики, которым они принадлежат.
Вот здесь с теми резинками, на которые мы накидывали хвост, будьте внимательны. Мы с вами тоже берем пару и накидываем вот сюда. А хвост у нас так там и находится. Берем следующую пару, накидываем сюда. И последняя пара у нас идет на столбик, которому она и принадлежит. Готово. Теперь давайте разбираться с лапами. Займемся сначала созданием передних лап. Берем две резинки, накидываем на два любых столбика. Берем еще две резинки, накидываем немножко ниже. И берем еще две резинки, накидываем еще чуть ниже. Кончики лап у нас тоже будут белого цвета. Беру одну резинку белую, накидываю один оборот, второй оборот накручиваю, третий оборот и четвертый оборот. Одна заготовка для лапы есть, и давайте сразу сделаем еще одну. Накидываем пару, берем две резинки, накидываем следующую, берем еще пару резинок, накидываем дальше. И теперь белая резинка накидывается на последний столбик. 1, 2, 3 и 4 оборота. Отлично. Давайте плести. Заводим крючок внутрь последнего столбика, отодвигаем белую. Изнутри захватываем пару, снимаем отсюда, накидываем вперед. Следующую пару тоже накидываем вперед и последнюю пару накидываем вперед. Здесь придерживаем пальцем и снимаем эту конструкцию со станка. Те резинки, которые сейчас находятся на столбике, мы снимаем с помощью крючка аккуратно, чтобы они у нас не слетели. Передние лапы у нас накидываются вот на эти два столбика. Поэтому опускаем резинки, которые уже здесь есть, немножко ниже. Натягиваем все петельки этой передней лапы и накидываем на левый столбик. И сейчас с другой лапой мы с вами поступим точно так же, но ее накинем на правый столбик. Плетем обычным способом. Изнутри захватываем, накидываем вперед. Изнутри захватываем и накидываем вперед. Готово. Придерживаем тут. Захватываем, снимаем. Эти петли снимаем с помощью крючка. И накидываем их вот на этот правый столбик. Это у нас будет правая передняя лапа. Так. И убираем крючок. Теперь сделаем задние лапы. Задние лапы у нас будут не только короче, но и толще, чем передние. Берем две резинки, накидываем их раз на два любых столбика. Затем берем уже три резинки и накидываем немножко ниже. Чтобы и задние лапы у нас на концах были белые, мы с вами вот сюда накинем белую резинку и закрутим ее 2, 3, 4 оборота. Заготовка для задней лапы одна готова. И давайте сделаем сразу и другую заготовку. Берем две резинки, накидываем раз. И теперь берем три резинки и накидываем немножко ниже. На последний столбик накидываем одну и закручиваем 1, 2, 3, 4 оборота. Давайте плести. Отодвигаем тыльной стороной белую резинку. Изнутри захватываем тройку, накидываем вперед. Здесь изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Придерживаем пальцем и снимаем со станка. Раз, два. Те резинки, которые у нас на столбике, снимаем их с помощью крючка. Можно лапу сразу немножко поправить, чтобы она выглядела ровнее. И задние лапы у нас накидываются вот на эти столбики. Пусть эта лапа у нас будет, допустим, левой. И поэтому мы накидываем ее на левый столбик. Замечательно. Возвращаемся к другой лапе. Сплетаем ее точно так же, как и предыдущую. Тройку изнутри вперед. И пару изнутри вперед. Придерживаем пальцем. Снимаем раз, снимаем два. И снимаем 3, но уже с помощью крючка. Придерживаем пальцем. Готово. Накидываем эту лапу вот сюда, на правый столбик. Немножко поправим. Вот, в общем-то, и все
резинки, которые нам необходимы, накинуты. И теперь давайте переходить к процессу плетения. Плетение мы с вами начинаем вот с этого столбика. Здесь нам нужно завести крючок внутри и захватить пару резинок, которые находятся выше всего. В моем случае эта пара относится к левому ряду. Я поэтому снимаю ее отсюда. Аккуратненько, чтобы нечаянно не захватить ничего лишнего, захватываем пару, снимаем ее с центрального столбика и накидываем на тот столбик, к которому она принадлежит. В моем случае это, я как уже сказал, левый столбик. Далее захватываем следующую пару, снимаем ее отсюда и накидываем теперь уже на правый столбик. Далее будет немножко сложновато. Нам нужно скинуть вперед вот эти резинки. Для этого заводим крючок внутри вот этого столбика и захватываем пару, которая находится у нас внизу. Снимаем с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Отлично. С правой стороны мы с вами поступим точно так же, но все-таки давайте с левой стороной разберемся. Сейчас у нас очередь вот этой пары резинок. Мы с вами изнутри, здесь, где передняя лапа находится, заводим крючок, захватываем пару нижних резинок, вынимаем их сверху и накидываем на центральный столбик. Готово. С правой стороной давайте делать точно так же. Мы сначала заводим крючок внутри, отодвигаем тыльной стороной все лишнее, изнутри захватываем пару, снимаем с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Теперь вот с этой резинкой разбираемся. Мы с вами ее с этого столбика должны вот сюда накинуть. Изнутри захватываем пару, вытягиваем и накидываем на центральный столбик. С телом разобрались, разбираемся с шеей. Захватываем изнутри две резинки шеи, снимаем их с этого столбика и накидываем на столбик головы. Теперь здесь заводим крючок изнутри и захватываем пару, которая находится выше всего. В моем случае эта пара, по-моему, относится к центральному ряду, поэтому я захватываю пару резинок центрального ряда и накидываю вперед. Обратите внимание на то, что нос у нас должен быть расположен между тех резиночек, которые мы с вами только что накинули. Если язык куда-то убежал, то немножко поправьте его, вытяните, и он тогда будет находиться там, где нужно. Захватываем далее следующую пару резинок, накидываем на левый столбик. И, наконец, последняя пара у нас захватывается и накидываем ее на правый столбик. Разбираемся теперь с левым рядом. Изнутри захватываем пару, отодвигая все лишние резинки, и накидываем вперед. Здесь нам нужно отодвинуть резинку глазную, изнутри захватить пару и накинуть на центральный столбик. С правой стороной теперь посмотрим. Здесь мы с вами остановились. Изнутри захватываем пару, снимаем с этого столбика, накидываем на впереди идущий. И здесь отодвигаем глазную, изнутри захватываем пару, снимаем с этого столбика и накидываем на центральный. И, наконец, не забудем мы с вами и о резинках центрального ряда. Вот эту мы с вами уже сняли. И нам осталось вот эту резиночку, которая не очень хорошо видна, изнутри захватить пару и накинуть ее на последний столбик центрального ряда. Еще раз поправьте язык, если он у вас куда-то убежал. Немножко его вот так можно подвытянуть, или крючком подцепить, или пальцами, чтобы он у нас никуда не убегал. Но если что, его, конечно, можно будет поправить и тогда, когда мы эту собачку снимем уже со станка. Но можно и сейчас. Вот я язык немножко поправил. И теперь давайте, прежде чем снимать эту конструкцию со станка, заведем крючок внутрь самого последнего столбика, сквозь все резинки, вытянем этот крючок с нижней стороны, накинем одну или две резинки того же цвета, что и цвет головы, и вытащим эту резиночку сверху. Из нее нам нужно сделать петлю. Для этого ту часть, которую мы придерживаем пальцами, заводим внутрь. И вот у нас петля получается.
Сейчас нам ее очень сложно затянуть, потому что много резинок находятся вот на этом столбике. И поэтому, насколько это возможно, ее подтягиваем. И теперь давайте снимем уже нашу собачку со станка. Нашу фигурку собачки мы сняли. Станок можно отложить в сторону. Та часть, которая у нас находилась и смотрела вверх, является лицевой. Если у вас глаза куда-то убежали, кстати, эту петлю можно уже посильнее затянуть. Так вот, если глаза у вас куда-то убежали, вы их можете выправить именно на лицевую сторону. Давайте и я сделаю это. Если нос куда-то убежал, то его тоже немножко по центру мы с вами расположим. Если в этом есть необходимость, можно помогать крючком. И язык тоже куда-то убежал. Давай, язык, возвращайся. Вот я его слегка потянул, и язык у нас тоже готов. Здесь, чтобы было более равномерное натяжение всех петелек, я попробую крючком за них всех потянуть. Ну, более-менее готово. Теперь петлю, чтобы она нам не мешала, мы с вами ее вплетем куда-нибудь назад. Я завожу крючок в любые две петельки. И вот эту петлю, которая у нас затягивала все резинки, я ее вплетаю куда-нибудь внутрь, чтобы она у нас не мешалась. Вплетать ее вы можете в любые резинки, поэтому не обязательно использовать и вплетать, и обращать внимание на то, в какие именно я вплел. Чтобы голова у нас стояла так, как нужно, нам нужно шейные резинки потянуть вот так. За горловую часть мы с вами тянем. И сейчас у нас голова будет, видите, стоять как нужно. Все отлично. Давайте лапы слегка расправим. Потянем передние, потянем задние. Хвост поправим. Так, и посмотрим, стоит ли у нас собачка. Стоит. Вам, к сожалению, это не очень хорошо со спины видно, но она стоит нормально, в общем-то. Готово. Уши можно немножко тоже загнуть, чтобы это произведение больше походило на собаку, а не на зайца. Ну вот, в общем-то и все. Я надеюсь, что такая поделка собачки вам понравилась, и вы сплетете себе таких собачек разных цветов, целую семью собак. Поэтому, если урок понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши впечатления об этом уроке и не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте, ссылку на которую вы увидите в описании к этому видео. До новых встреч, пока!